Всем привет! Сегодня речь пойдет о классике. У каждого человека свое восприятие и свои первые ассоциации с этим словом. Для кого-то оно значит музыка, для кого-то литература, но есть и другая классика, которая достойна внимания. Все мы любим машины. Кто-то за их внешний вид, кто-то за их механику, кто-то просто за то, что она единственная, под которой можно приятно провести время. Something to get off my chest. My life gets kinda boring. Need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Эту классику 70-х любят все. Минимум по двум причинам. А, это то, что она еще осталась на дорогах. А Б, да просто взгляните на нее. Она же обалденно выглядит. Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. Кто-то хочет от нее избавиться, но люди, ценящие классику, пытаются ее воссоздать. Узнали? Да, это он самый, старый Мерседес. Кто-то из вас может сказать, да какая-то классика, это просто старый кусок металла или какая-нибудь старая развалюха. Может быть, по нынешним меркам она уже и вышла из моды, просто из-за ее граненых форм и кубических очертаний. Но на самом деле на этой классике выросло целое поколение, минимум поколение моих сверстников. Ее любили не просто за то, что она была актуальна в то время, а именно за то, что она была надежна и на нее всегда можно было положиться. Конечно, как и у любой другой машины, у нее есть как и плюсы, так и минусы. Но к минусам, допустим, можно отнести аудиосистему. Конечно, здесь не Bose, не Harman Kardon, но такое ощущение, что колонки делали какие-то третьеклассники на конкурсе на трудах. Из, конечно же, бумаги. И лучшие работы были отосланы в Mercedes, и там сделаны из них колонки. Можно просто послушать. Конечно, акустика в таком огромном вагоне всегда будет получше, но даже с такими колонками могло бы быть и лучше. И что еще? Руль. Руль здесь просто бесподобный. Такое ощущение, что... Сейчас немножко будет тряски. Такое ощущение, что на руль было выделено абсолютно отдельное отделение, отдельный департамент всего Мерседеса, в котором работали человек 500. Выглядит так, как будто люди были просто одержимы тем, что по завершению 70-х годов и отсутствием гидроусилителя в европейских машинах они просто хотели сделать так, чтобы руль можно было крутить одним пальцем. И на самом деле здесь он такой, что его можно так вот одним пальцем очень легко крутить. Но с другой стороны руль недостаточно информативен, и иногда кажется, что с другой стороны он закреплен на какой-то колбасе, которая живет какой-то своей жизнью. Ты здесь крутишь, а там непонятно, она будет реагировать или не будет реагировать. Кому-то нравится, кому-то нет, но на самом деле в повседневной городской езде вроде бы неплохо, и при парковке это огроменный плюс. Так вот, самый ярчайший пример того, как можно ее развернуть на, ну не сказать, что на пятачке, но на нормальной узкой дороге, ну не особо узкой. Пример. Одним пальцем крутим.
Разворачиваем. И движение. И готово. Что примечательного именно в этой модели, так это то, что у нее остались черты от предыдущих машин. К примеру, как хромовая решетка, молдинги и накапотный значок. Что же касается дворников, такой здесь один, который неплохо справляется в городском режиме. Вот на трассе он уже может создавать некие проблемы на скорости от 100 и выше. К тому же дворник рисовывает приятную бабочку, а не одноухого кота. Именно этот экземпляр, это 250TD. Т обычно значит для всех турбо, но здесь Т это Т-модель, а значит большой вагон. Да, естественно, дизель, 250-й атмосферник, до 93-го года выдавал 90 лошадей, так как он был двухклапанный. После этого он был четырехклапанный, выдавал нам чуть больше 113 или что типа такого. Но все знают, что атмосферный дизель, именно вот этот атмосферный дизель, он всегда бегает по миллиону, как люди поговаривают. Но у этого 515 тысяч пробега и ни единой капиталки, ни единой замены цепи. Также здесь хорошо, что стоит цепь, так как ее не надо менять каждые там 60 или 100 тысяч. И менять только когда она закряхтит, чего здесь еще ни разу не случилось. В салоне себя чувствуешь здесь довольно уютно, и общее пространство не скрадывает приборная панель, как во многих машинах, так как у нее небольшой вылет, и центральная консоль здесь тоже расположена низко и довольно вместительная. Всего чего можно закидать всегда. Отсутствие подлокотника может сказаться большей проблемой, чем просто проваливание локтем вниз, так как на дальних поездках его отсутствие может напрягать. Но, в общем, дальние поездки я уже совершал, и здесь себя чувствуешь свободно, и главное, что не скован. Нет вот этого ощущения скованности, как в некоторых машинах, когда ты сидишь как будто в капсуле, ты зажат, и это немножко подавляет, когда ты очень много времени проводишь в ней. Недаром много таксистов используют именно эти Мерседесы. Раз за двигатель, два за комфорт. Есть вещи, которые любишь и не сможешь сказать за что. С классикой 90-х все не так. Эта любовь заслужена, а не наиграна. Ведь называться классикой по праву могут только достойные вещи и машины. Машины 90-х можно сравнить со старым другом. На друга всегда можно положиться, он всегда честный, открытый, искренний и простой. С такими качествами относишься к машинам не как к куску металла, а как к надежному партнеру, испытывая искреннее чувство привязанности. Это касается не только этих мерсов. Примеров классики есть немало. К счастью или сожалению, но к новым машинам не испытываешь чувств больших, чем ощущение новизны. Что мы имеем здесь, так это 250... Да. Всем привет! Сегодня всем привет! Сегодня речь пойдет о классике. У каждого человека вырисовывает башку и ударился. А дворник будет работать без зажигания? Что касается...